Ребят, всем привет! Вы, как обычно, на канале Евгений Радист. Сегодня мы находимся в самом центре Москвы, Тверская. И я предлагаю вам посмотреть, как работает 5G интернет. Он реально уже есть. Диапазон N79, 4,4-4,9 ГГц. Может быть, даже найдем базовую станцию, сделаем замер этой скорости. И одним словом, все это дело вы увидите. Кто не подписался, ребят, подписываемся. Все это будет сейчас, через несколько секунд. Вперед, поехали! Итак, ребят, мы находимся на Пушкинской площади. Ну, кто москвичи или там гости столицы помнят, это вот я показываю тот самый ресторан, вот, который у нас в России проработал 30 лет и перестал работать. И, по моему мнению, очень хорошо. Вот, значит, здесь есть некоторое количество базовых станций 5G. И я вам хочу сейчас показать, какая же здесь скорость. А потом мы с вами подойдем к базовой станции. Давайте нажимаем и посмотрим, как она выглядит. Потому что вы все спрашиваете, как выглядит базовая станция 5G. Ну вот я вам сейчас все это дело покажу. Соответственно, вот сейчас у нас идет загрузка. Ну, что меня лично смущает, немножко удивляет, это пинг. Пинг у нас здесь 100. В 5G он должен быть вообще там, я не знаю, но если не единица, то хотя бы десятка. Здесь 100. И вот скорость у нас почти 700. Ну вот некоторые замеры я делал, получалось 700. Сейчас мы еще перезамерим. Причем, друзья, я делаю замер не на сервере МТС. Это у нас МТСовская вышка. Диапазон N79. N79, напомню, это у нас 4,4-4,9 ГГц. Давайте включим МТС. Посмотрим, что он у нас на МТС нам даст. Повторим замер, чтобы нам увидеть чистую скорость работы базовых станций. Сейчас тем более день. Ну, даже меньше, что удивительно. Даже меньше. 500 мегабит в секунду у нас выдает вышка. Но, правда, пинг, видите, уже пинг 18. Сразу упал пинг. Вот, то есть в диапазоне 500-700 мегабит в секунду у нас 5G выдает реально. Это реально работающий интернет, это не какие-то там, так сказать, демонстрационные зоны. Еще раз повторяю, это у нас Пушкинская. Вот, сейчас у нас сентябрь 2022 года. Ну и давайте я вам покажу, как выглядит базовая станция 5G визуально. Немножко расскажу о ней. Там есть отличия, между прочим. Ну вот, друзья, мы и подошли к базовой станции 5G. Она за моей спиной. Сейчас попробуем немножечко приблизить ее и рассмотреть. Я расскажу, насколько я знаю, особенности и отличия 5G антенн и радиоблоков от всего остального. 2G, 3G, 4G LTE. 5G отличается. Сейчас попробуем приблизить и посмотреть повнимательнее. Ну, вот то, что у нас справа стоит на здании, это обычные антенны. Мы видим радиоблоки. Наверху система молнии защиты, такие штыречки заземленные. А вот здесь, сейчас попробую приблизить, ребят, я снимаю с рук, штативы с собой не взял. Вот эта антенна, которая справа сейчас в кадре, это не что иное, как 5G антенна. Вот попробую еще чуть добавить. Сейчас освещение хорошее. Ну вот так вот, 15-кратное приближение. Снимаю на лопату Huawei P40 Pro. На нем же меряю скорость. Вот так выглядит эта антенна. Сейчас переключу на себя кадр, чтобы вам немножко пояснить, в чем же отличие. Так, ну вот еще один ракурс. Постараюсь, чтобы руки минимально дрожали. Резкость чуть убегает, да, из-за веточки. Ребят, ну просто здесь вот так. Вот то, что нас интересует. Кому интересно, сделайте стоп. Попробую сейчас сделать на фотоаппарат еще скрин. И тоже выложу в телеграм-группу. Ну, а отличие заключается в первую очередь в том, что 5G антенна — это фар-антенна. Фазированная антенна решетка. Данный тип антенн работает очень интересно. Я думаю, мы сделаем дополнительное видео, пригласим даже специалистов в области 5G из Сколково, попросим ребят из Сколтеха объяснить. Но в двух словах поясняю сейчас. Смысл заключается в том, что фар-антенна
работает с каждым абонентом, с каждым устройством индивидуально. То есть получается, что условный луч работает с вашим устройством. При всем при этом мощность этой базовой станции, она, конечно, очень-очень низкая, как и мощность вашего устройства, поскольку большая дальность здесь не нужна. У нас диапазон в Москве сейчас N79. N79 это 4,4-4,9 ГГц. И на этом фоне, друзья, откровенно, конечно, смешно смотреть всевозможные предложения, когда на сайтах по продаже 4G антенн появляются 5G антенны, да еще параболические. Хочется спросить, господа, а вы к чему ее подключать будете, вашу параболическую антенну? Какую дальность вы хотите получить? И самое главное, облучатели, которые мы там видим, выходят 2 F-разъема порой, то есть технология MIMO 2×2. Ну, немножечко почитайте, что такое все-таки 5G. Технология называется New Radio NR. И чем она отличается от LTE. А потом уже предлагаете свои 5G антенны. То же самое могу сказать по поводу панельных антенн. Огромное разнообразие уже есть предложение панельной антенны 5G. Мы смотрим характеристики. Действительно, производители заявляют 5G антенны на верхние диапазоны. Правда, как правило, на N78, которого в России нет. N78 это 3,6 ГГц. А у нас, напоминаю, N79 4,4, 4,9 ГГц. Так что, ребят, это чисто маркетинг. Вот телефоны есть, которые могут работать с базовыми станциями. Дальность базовой станции, ну вот по моим подсчетам, я вот здесь по Пушкинской походил, метров 500, не больше. Соответственно, поворачиваю на Тверскую за угол. Все, у меня уже сигнала никакого нет. Есть там немножечко подальше, по Тверской пройдешь, отражение. Отражение можно поймать, там тоже мегабит 300 в секунду можно поймать. То есть вот такая история. Делаем выводы, ребят. Но 5G уже работает. А сейчас, ребята, я вам хочу показать одну интересную вещь. Включайте экраны покрупнее. Такого никто вам не показывал. Сейчас, секундочку. Смотрите, у меня лежит направленная антенна, анализатор спектра частот до 6 ГГц и смартфон, который подключен к этому анализатору. Сейчас немножко резкость наведем. Понимаете, что происходит? Мы, друзья, с вами сейчас видим уровни сигнала. Вот они, до минус 70 дБ, даже до минус 65 дБ доходит. В диапазоне 4,4-4,9 ГГц. А? Как вам, парни? Никто этого не показывал. Вот, пожалуйста, на канале Евгений Радист подписывайтесь. Будет интересно. Мы сейчас с вами наблюдаем сигналы, которые идут от базовой станции 5G к абонентам. Обратите внимание, они в виде каналов. Причем, насколько я понимаю, это прием передач на одном диапазоне идет. На одной частоте, вернее. И вот так это все выглядит. Вот немножечко мы сейчас развернем, да? Вот так вот понятно уже. И вот с каждым абонентским устройством базовая станция связывается по своему каналу. Вот такая интересная вещь, парни. Давайте немножко вот так сейчас, вот так немножко раздвинем. Посмотрим график вот в таком варианте. Вот я сейчас сделаю скриншот прямо вот этого момента и выложу в нашу телеграм-группу. Кому интересно, заходите, смотрите. Не забываем ставить лайк, подписываемся. Еще немножечко антенну я подправил прям в сторону базовой станции, да. И смотрите, какие у нас сейчас графики. Минус 60 дБ и даже выше. Ну, до базовой станции от меня метров 50. Она на уровне там плюс-минус 3-й этаж. Вот такая штука, ребята. Вообще класс, конечно. Просто удивительно. Ну и давайте глянем. Я думаю, спросите, а где у нас там 2600, да? Так, 4,4 мы уходим сейчас. Здесь тоже что-то есть. Не все каналы задействованы явно. Вот здесь что-то было. Так, давайте мы с вами сейчас уйдем тогда 4,5. А интересно, в начале диапазона есть что-нибудь? Оп, телефончик бы не уронить еще. Ну, тоже есть. Да, тоже есть. Давайте посмотрим. А, подзавис. Вот этот анализатор у меня иногда зависает, к сожалению. Ну, сейчас я сделаю перезагрузку, мы посмотрим еще другие диапазоны в этом же месте. И посмотрим, какая разница по графикам.
Смотрите, парни, интересно как. На 3600 тоже что-то есть. А? Обратите внимание. На 3600 явно сигналы присутствуют. То есть, получается, там что-то тоже она светит. N78. А вот для кого она светит? Это хороший вопрос. Вот так вот. Ну, видно, да? Вот, пожалуйста. Явно сигналы. И довольно много. Слушайте, не ожидал. Хорошо, что приборчик подзавис. Начал мотать и обратил внимание. Так, давайте пойдем в 4G. 4G диапазон у нас, соответственно, Band 38 и Band 7 на частоте 2500-2700 МГц. Вот они пошли у нас. Ну, тут, конечно, мощные сигналы. Сейчас немножко вот так вот изменим. Вот. Все присутствуют. МТС присутствует в бенде 7, в бенде 38. Напоминаю, что 38-й бенд, его не усилишь репитером, потому что он LTE TDD, а не LTE FDD, как все остальное. Вот такие ломовые сигналы. По аплинкам понятно, все чисто. Аплинки, кто первый раз на канале, это то, что от нас идет в сторону базовой станции. Может быть, там мой телефон крюкнет что-нибудь. Так, это Wi-Fi прошел. 2100 МГц. Смотрите, пожалуйста. Тоже сигналы великолепные у всех операторов. Ну, это и ожидаемо. Все каналы заняты. Вот у нас идут аплинки. Так, это у нас LTE 1800, бенд 3. Тоже все операторы. И тоже очень хорошо заходят сюда. Сейчас покажу базовые станции. Там же есть у нас и другие, так сказать. Не только 5G здесь стоит. Вот. И давайте еще попробуем на 900 МГц занырнуть. Вот у нас 900 МГц. Пожалуйста. Вот наши сигналы. Аплинки, даулинки. Вот наши аплинки. Все операторы и Edge тоже довольно в широкой полосе присутствует. Одним словом, хорошие, мощные сигналы. Так что вот так, друзья. Ну, сейчас локацию покажу, чтобы было понятно. Вот наша базовая станция, включая 5G. Вот там еще стоит столбик Теле2, судя по всему, МТС. Ну, а мы здесь делаем замеры. Ну что, ребят, как вам видосик? По-моему, топчик вообще. Все посмотрели. Даже нашли N78 5G. N79 5G графики посмотрели. Скорость посмотрели. Слушайте, ну это, по-моему, просто супер. Кому понравилось, так же как мне, ставьте лайк. Не поленитесь поделиться этим видео в социальных сетях. А те, кто конструирует антенны, обращайтесь к специалистам. Посмотрите на диапазон, например, 4.4, 4.9. Где будет ваша параболическая антенна? 4.4? 4.5, 4.7 или 4.9? Где у нее будет резонанс? Ну, как-то вот так. Да, ребят, шумновато в Москве. Птички поют. Ну, вернее, трактора вместо птичек. Ну, ничего. Город спокойный, живем. Все нормально. 5G, кстати, есть не только в Москве. Имейте в виду. Так что вот так. Есть и у нас наработка по поводу 5G антенны. Уже давно. Уже более чем, наверное, 1,5 года. Но она сильно отличается от того, что сейчас называют продавцы 5G антеннами. Об этом, я думаю, мы поговорим позже. Пока не актуально, пока еще я не вижу устройств 5G, к которым мы будем подключать эти антенны. Модемы, роутеры. Как все появится, так и мы появимся с этим предложением. Пишите ваши комментарии, подписывайтесь, ставьте лайк. Всем пока-пока.